посмотрим сразу, как он работает. Отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность выступить. Я являюсь ведущим научным сотрудником научного центра мирового уровня «Павловский центр». И в нашем центре мы исследуем методы применения искусственного интеллекта в медицине. И в данном междисциплинарном исследовании, проводимом совместно с Санкт-Петербургским филиалом МНТК микрохирургии глаза, мы исследуем возможность применения глубоких нейронных сетей для классификации изображений микроснимков эндотелия роговицы. Интерес к данной тематике обусловлен и широкое распространение данного заболевания, повышенному интересу к средствам поддержки принятия решений врачей, а также теми успехами, которые вот буквально в последние несколько лет показали сверточные нейронные сети в вопросах классификации различных изображений. Здесь показана стандартная картина, которую вы видите. Два примера, да, патологии и норма. Здесь достаточно выраженные представители своих классов, но возможно также изображение, где есть, возможно, размытие, засветы, либо менее характерно выраженные патологии, в которых некоторая поддержка, да, в виде алгоритма, который автоматически определяет наличие патологии, могло бы быть полезным и, в принципе, интересным для исследования. Я не буду долго останавливаться на методах определения различных объектов на изображениях. Вообще машинное зрение достаточно давно уже развивается, но, как мы знаем, начиная с 2012 года, когда на самом главном конкурсе ImageNet по классификации изображений нейронная сеть AlexNet была представлена, которая победила все предыдущие методы. А последующие архитектуры, которые развивались, это GoogleNet, ImageNet, которые были представлены в 2016-2017 годах, они позволили достигнуть точности классификации изображений, соизмеримой с человеком или даже превышающей ее. То есть, когда они определяли наличие объектов на изображениях, так скажем, кошки, собаки, да, даже с большей точностью, чем человек, который мог просто не обратить внимания и так далее. Поэтому мы сейчас, конечно, концентрируемся на нейронных сетях, когда говорим о машинном зрении, и в данной работе мы тоже исследовали их. Нами были взяты из банка МНТК микрохирургии глаза снимки. Из них случайным образом были выбрана выборка. На текущий момент мы успели так проклассифицировать 690 снимков врачами на основе непосредственно самих снимков, тех информации о пациенте, которая есть, истории болезни, двумя независимыми специалистами, да, независимо друг от друга, и мы использовали это на входе, да, для нашей нейронной сети, для материала для обучения. Здесь представлены, мы видим, архитектуры, которые мы использовали. Это актуальные на сегодняшний день архитектуры, которые в последние 5 лет так или иначе показали высокую эффективность классификации тех или иных изображений. Мы знаем, сети ResNet, например, они именно для медицинских изображений показали свою эффективность. ВГГ более классическая архитектура нейронных сетей, вот GoogleNet также. И, соответственно, конечно, мы настраивали все необходимые гиперпараметры, да, выбор оптимизатора, выбор функции потерь, шаг обучения и так далее, конечно, для того, чтобы получить наилучший результат. Ну, здесь представлена архитектура одной из этих нейронных сетей. Опять же, не вдаваясь в подробности, просто скажу, основной принцип работы сверточных нейронных сетей заключается в том, что мы используем сверточные слои, на каждом из которых есть фильтр, который проверяет наличие в изображении того или иного паттерна. И начинается, как мы видим в начале, на маленьких деталях, наличие каких-то маленьких паттернов, определенной линии и так далее, и заканчивая более крупными паттернами, да, такими как, например, там, наличие там, большого какого-то объекта, который говорит нам о том, что мы имеем место с определенным классом. Ну и, конечно же, на последних слоях мы имеем полносвязанные слои, которые непосредственно решают задачу классификации. То есть у нас как бы две части. Первая – это вычленение признаков, и затем классификация. Вот, это те архитектуры, которые мы применяли, да, которые доказали свою эффективность на других задачах. Мы видим здесь краткое их описание. Это процесс обучения. Мы видим, что нам достаточно порядка 100 эпох. Понятно, что нейронную сеть нужно какое-то время обучать, но в данном случае я сразу говорю, что мы использовали и transfer learning, то есть перенос обучения, когда мы взяли уже натренированную нейронную сеть на других объектах, и затем мы ее применили для нашей задачи. Для нас это необходимо, потому что у нас всего 690 снимков, а нейронной сети для обучения нужно, как правило, сотни тысяч снимков для того, чтобы она была достаточно
эффективны. Здесь показаны результаты, которые говорят о том, что на самом деле все архитектуры справились достаточно успешно. Лучше всех себя проявила ResNet 50 на тестовой выборке. Действительно, это, мне кажется, хороший результат обусловлен тем, что, во-первых, очень большой мощностью этих архитектур, поскольку вы знаете, да, что в каждой из них количество параметров это порядка от 10 до 60-70 миллионов параметров, и они достаточно хорошо могут уловить очень маленькие структуры, ну и также качеством того датасета, с которым мы имели дело. Здесь показаны некоторые результаты, те гиперпараметры нашей самой лучшей сети, которые были получены. Некоторые примеры классификации, которые были осуществлены данными сетями, можете видеть. Да? Она выдает не только класс, но и также уверенность в своем предсказании, да, вероятность. То, что мы получаем после слоев softmax. Некоторые примеры. И мы сделали, конечно же, пользовательский интерфейс, чтобы врач мог ее использовать у себя. Эта программа, она работает на любом компьютере с Windows, ей не обязательно нужна видеокарта. Видеокарта нужна, чтобы натренировать нейронную сеть, но использовать ее можно на любом совершенно компьютере. И мы сделали такой простой интерфейс, в который можно закидывать вот эти изображения, либо сразу папкой, либо drag-and-drop один файл и смотреть результат, который дает. Но ключевая проблема всех нейронных сетей заключается в том, что они действуют по принципу черного ящика. Да? Вы понимаете, 10 миллионов этих коэффициентов, 60 миллионов, никакой информации человеку не дает. Поэтому сейчас, в последнее время, основной фокус смещен на то, чтобы развивать именно так называемый объяснимый искусственный интеллект. И вот один из первых таких методов, которые начали применяться в области объяснимого искусственного интеллекта, это метод GradCam, который позволяет посмотреть, в каких областях изображения у нас были наиболее сильные изменения градиента. То есть, грубо говоря, где мы видели наиболее сильное решение принималось в основном на какой области изображения. Конечно, GradCam, он не говорит о том, в какую сторону какого класса двигалась, но тем не менее эта информация тоже может быть интересна. Мы видим, что на первых слоях мы смотрим на более маленькие, да, какие-то характерные паттерны на изображениях, а на последующих слоях на более характерные зоны. Здесь мы видим, что на верхнем случае была характерная зона, где у нас есть такой блок клеток, правильная форма, достаточно точный, а внизу, наоборот, мы видим, что основной интерес был именно в другой области. Мы также планируем использовать другой метод. Сейчас мы как раз занимаемся написанием кода для этого. Это чтобы можно было использовать метод из теории игр, метод Шепля, для того, чтобы не только объяснить зону интереса, но и сказать, в какую зону эта часть изображения, в сторону какого класса оно осуществляло вот это вот сдвиг решения нашего, которое было применено. Вот. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Анатольевич.